Всем привет! У нас сегодня рубрика небольшая намечается, это распаковочка. Пришли мне посылки из Китая, заказывал я их с Алиэкспресс. Сейчас мы их будем распаковывать и смотреть, что в этих посылочках. В основном заказываю для своей работы какие-то товары, да, какие-то там бывают для себя лично заказываю, для велосипеда или еще что-то такое. Вот, буду сейчас вскрывать, смотреть будем и буду вам объяснять, для чего это я заказывал, для какой работы. Вот, и в дальнейшем будут ссылочки какие-то, я буду оставлять, где я их покупал на Алиэкспресс. Ссылочки эти будут внизу в описании под видео. Это не реклама, еще раз повторяю, то, что я все эти товары покупаю за свои деньги. Вот, и ни в коем случае это не рекламный ролик. Вот. Итак, начнем, наверное, вот с этой маленькой посылочки распаковывать. Так, здесь у нас микровыключатели, концевички. Вот такие вот, так они выглядят. Можно видеть то, что они у нас на 220 вольт, 250 вольт, 0,3 ампера. Можете, кому интересно, остановить на паузу, посмотреть. Вот, использую я их в педаль для контактной сварки. Вот, эти концевички подходят как раз именно туда. Вот, поэтому заказываю их в Китае. Есть они у нас и в магазинах, в магазине электротоваров. Вот, но решил еще посмотреть, заказать, как они будут, что они себе представляют, и с Алиэкспресс, из Китая напрямую продавца. Вот такие вот концевички. Протестирую я их потом и посмотрим. В принципе, никакой разницы нету, что что покупаю в магазине. Ну, практически то же самое. И в магазине они закупают их то же самое в Китае и продают уже у нас в России. Так, делаю я контактные сварки, кто еще не знает. Делаю контактные сварочные аппараты, машины контактной сварки с педалью. Ссылочки, кто хочет купить, заказать подобный аппарат, посмотреть обзоры на него. Вот, и можно найти в описании под видео. Вот, фото здесь я приложу тоже этой машины контактной сварки. То есть они очень мощные, 4200 ампер, 15 киловатт потребляют. Вот, на выходе 4200 ампер. То есть для работы это самые такие аппараты, так скажем, оптимальные. Окупаемость у этих аппаратов месяц. 1 месяц он окупается. У кого-то 2 недели. Ну, до месяца он окупится. Так, далее вскрываем другой маленький пакет. Так, здесь у нас идут... Здесь у нас резисторы. Резисторы, потенциометры с ручками, с рукоятками. Резистор это на 1 килоом. Вот, резистор. Я эти резисторы беру для изготовления дымонагнетателей. Вот, можно увидеть, здесь написано B1K на резисторе. Это 1 килоом. Вот, беру я эти резисторы для дымонагнетателей, делаю на заказ дымонагнетателя с регулировкой оборотов. Также можете посмотреть, кому надо заказать, да, заказывайте. Номер телефона я также прикреплю здесь внизу под видео для заказов дымонагнетателей. Вот, где брал я, покупаю, то есть эти резисторы, тоже будут внизу в описании под видео, у кого какого продавца я заказывал. Вот. Так, это у нас резисторы
Они сдвоенные. А сдвоенные они почему-то у них я нашел подешевле, может быть со скидкой, вот, и чем одинарные. Поэтому заказал сдвоенные. В принципе, никакой разницы нету. Вот такие вот резисторы. Также за сколько я их брал, тоже прикреплю здесь в видео скриншот. Вот. И у какого продавца. На сегодняшний момент сколько они стоили, когда я покупал. Так, следующая посылочка, это скорее всего то же самое. Да, то же самое у нас здесь. Такие же у нас потенциометры, только уже одинарные. Заказал еще и такие. Нашел, поискал, полазил и нашел еще и вот такие по небольшой цене тоже. Видимо, со скидкой, и закупил еще и такие. Тоже 1 килоом. Можно видеть, написано 1К. Резисторы. Беру такие резисторы постоянно для дымонагнетателей и регулируют очень хорошо обороты. Так, далее у нас давайте вскроем вот эту посылку. Так, здесь у нас идет вольтметр. Нет, это не вольтметр, вру. Это у нас измеритель температуры на 12 вольт. Вот, и с двумя выносными датчиками. Давайте откроем и посмотрим, как он выглядит. Беру этот я термометр электронный для сварочных аппаратов, для машин контактной сварки. Вот таким вот образом. Точки внизу. И показывает двойное показание. То есть здесь температуру показывает и здесь. То есть у него два датчика. Вот, два металлических датчика. Металлические датчики, они с крепежом. Вот с таким вот можно видеть. То есть крепится можно либо болтиком, либо саморезом, винтиком. Вот, и показывает температуру на трансформаторе первичной обмотки и температуру на контроллере у меня. Вот, температура контроллера. Вот, и следить за перегревом контактной сварки. Вот, подключается он 12 вольт постоянного тока. Так, контактную сварку, да, я вам уже выкладывал на фото, как она выглядит, которую я делаю на заказ. Машины контактной сварки от 29 тысяч и до 45 на сегодняшний день они стоят. В зависимости от вылета клещей, в зависимости от мощности. Вот, и с контроллером она или без контроллера. Так, далее. Далее у нас посылочка идет. Это турбинки. Вижу, что это турбинки. Заказывал я эти турбинки для дымонагнетателей. Беру постоянно у одного и того же продавца эти турбинки. Они высокооборотистые, 7000 оборотов. Эти турбинки. Вот, и очень хорошо нагнетают воздух в дымогенератор холодного копчения. Так, вот такие вот турбинки. Так, здесь их у нас 6 штук. Вот, именно заказывал такое количество, потому что большее количество там я уже не помню. Либо 3 заказывал, плюс 3. Получается бесплатная доставка. Если заказать больше, ну там уже прибавляете, да, суммируете, сколько их вам надо плюсиком, и прибавляйте плюсиком, да, в самом приложении AliExpress. И как только там превышает какое-то количество, там уже платно идет доставка, потому что, видимо, по весу не проходит. Вот. Там надо уже доставка платная выходит. Рублей там, я не знаю, 300, но доставка будет платная. Эти же бесплатно доставка вышла.
Вот стоимость точно так же я скриншотом прикреплю этих турбинок. Вот они 12-вольтовые. Вот, и 7000 оборотов. Вот, то есть высокооборотистые. Нашел я именно у них, у этого продавца. И постоянно беру только высокооборотистые. Есть у них в Алиэкспресс, у китайцев, низкооборотистые, среднеоборотистые и вот это высокооборотистые. То есть нужно смотреть, изучать, смотреть аннотацию об этих вот турбинках, смотреть в этом приложении, да, у продавца описывают вот именно турбинки, их мощность, все это там надо смотреть, изучать и найти сколько оборотов. Так как низкооборотистые турбинки, они очень плохо нагнетают воздух, а эти вообще замечательно. Как сделать дымонагнетатель, также у меня будут ссылочки в описании под видео. Можете туда перейти по этой ссылке и посмотреть, как сделать своими руками дымонагнетатель. Вот, где я заказываю такие тоже самое, все ссылочки будут в описании под видео. Такие турбинки, где заказать. Вот, как сделать своими руками, сделать с регулировкой оборотов. Вот, все это дело также там будет в описании под видео. Ссылочка на это видео, на мое. Так, далее у нас по очереди идет эта посылочка. Так, в этой посылке что у нас? А в этой посылке у нас точно такой же термометр. Сдвоенный термометр. Открывать я его не буду. Мы его уже вскрывали, вот этот. То есть это точно такой же термометр. Сдвоенный термометр. Подключаете 12 вольт, и он, цифра светится, все очень хорошо видно. Так, следующая посылочка, это у нас, здесь я полагаю, это у нас будет контроллеры контактной сварки. Контроллеры для контактной сварки. Вот в таких коробочках они поставляются. Китайские контроллеры. Так, контроллер у нас идет на 100 ампер. Я беру для контактной сварки на 100 ампер контроллер. Так, как он у нас выглядит, сейчас мы откроем и посмотрим. Так, здесь у нас в комплекте идет рукоятки для потенциометров, рукоятка для времени и мощности, и контроллер. Контроллер с семистором на 100 ампер. Вот, здесь у нас есть регулировочка, регулировка потенциометрами, регулировка мощности и времени. Время регулируется в долях секундах до 20 миллисекунды. Это один период, до 99 периодов. То есть до 2 секунд регулируется. 50 периодов это 1 секунда, а этот регулирует до 99 периодов. Вот. То есть 50 миллисекунд. 50 периодов это 1 секунда, и 99 периодов это 2 секунды. А один период 20 миллисекунд. То есть регулируется очень тонко для срабатывания. И регулировка мощности от 20% до 99%. Так, ну это индикаторные лампы. Здесь у нас подключается 12 вольт. Там вот уже подписано, не ошибетесь. 12 вольт именно постоянного тока. Не постоянного, а переменного. Подключается трансформатор, а не блок питания. То есть не постоянный ток, а переменный. Просто трансформатор подключаете 12-вольтовый от 9 до 12. Вот. В основном я беру 12-вольтовый блок питания. Здесь у нас выходят проводки на педаль. Вот. И вот к этой детали, к средней ножке, вот здесь снизу к средней ножке припаиваете, и получается проводок. То есть получается уже для подключения сварки, да, когда вы можете сваривать не используя контроллер, а напрямую. То есть сколько секунд вам нужно подержать, там 3, 4, 5 секунд, да, чтобы прогреть что-то там
какую-то железяку, либо приварить что-то толстое. Вот. Этот контроллер он до 2 секунд, а ручную выдержку можно сделать, вот приварив к средней ножке. Проверять мы его сегодня не будем. Я сделаю отдельное видео по проверке этого контроллера. Проверять их также рекомендуется, так как бывает приходит и брак. Вот, если брак приходит, бывает что-то не работает в нем, да, или он неправильно, некорректно работает. Вот. Можно это снять видео, как вы проверяете, да, и отправить видео продавцу, и уже на AliExpress открыть спор, и вам вернут за него деньги. Вот. У меня такое уже было, так как я занимаюсь в машинной контактной сварке, изготовлю на заказ, и у меня уже раза 3 такие приходили неисправные контроллеры. Вот, в принципе, все. Так, что здесь у нас? Здесь у нас положили они не инструкция, а просто аннотация. Что, какие у них контроллеры еще есть, как их подключать. Вот здесь у нас все уже написано, да. Вот такой у нас контроллер пришел. И как подключать. Вот у нас трансформатор повышающий, да, и вот педаль, сам контроллер, блок питания 12-вольтовая. Вот клеммная колодка и щупы. Это для сварки литий-ионных аккумуляторов. Так, ну в принципе все. Так, вот такие контроллеры у них еще бывают. Это просто как рекламный проспектик такой. Вот, все здесь на английском языке. Разобраться можно. Так, это нам уже не надо. Это вскрывать мы не будем. Здесь точно такая же контактная сварка. Давайте вскроем, откроем. Коробочку можно и выкинуть. Так. Проверять я его сегодня не буду. Сделаю отдельное видео по проверке. Вот точно такой же контроллер. Проверять обязательно, еще раз говорю, так как приходит иногда и брак. Поэтому проверять обязательно. Вот, как проверять, уже снимем отдельное видео. Так. И последняя посылочка на сегодня у нас это подстаканник. Подстаканник или держатель для бутылки для велосипеда. Ну, то есть его можно крепить не только на велосипед, а куда вам захочется, да. То есть эта бутылка-держатель, вот такой вот он, так вот он выглядит. Бутылка-держатель можно прикрепить на велосипед, можно прикрепить в любое место, да, куда вам удобно на велосипеде. Можно прикрепить его на коляску детскую, вот, для крепления бутылочки, для смеси, для воды, я не знаю, ну, для чего угодно. То есть вот такой здесь у него крепление, крабик. Вот, очень удобно все, крепится и зажимается. Зажимается он эксцентриком. Эксцентриковый зажим. Все очень удобненько и сделано, продумано. То есть на любую трубку можно все это дело прикрепить его. Так, крепится он у нас вот в это место. И уже вот так вот он будет выглядеть. Либо так, либо вот так. То есть крепится он в любом месте, куда вы захотите, да, и поворачиваете, регулируете уже это крепление. Так, ну, в принципе, все на этом. Бутылка-держатель я заказал сыну на велосипед, так как у него велосипед еще пока детский, у него там бутылка-держателя не было, не предполагалось там места для крепежа. Для бутылкодержателя нету места, поэтому повесим его либо на руль, либо под сиденье. Так, в принципе все. Где я заказывал, у каких продавцов, все ссылочки эти будут под видео. Вот на такой то же самое.
бутылкодержатель будет под видео, ссылочка. Так что переходите, смотрите, заказывайте. Еще раз повторяю, это не реклама, это я покупаю все за свои деньги, ищу, смотрю, подыскиваю, что мне нужно, и покупаю. И делюсь уже своими впечатлениями от покупок при распаковке. В принципе, все это, бутылку он здесь уместится любая, даже, наверное, покупная от любого минеральной воды, маленькая бутылочка 0,5 влезет, и любая бутылка для велосипеда. Так, даже можно сюда ставить колоночку, какую-то колоночку круглую, да, и слушать музыку, когда едете. Так, ну все, на этом я распаковочку завершаю. Вот, смотрите, как сделать своими руками дымонагнетатель. В ссылочках под видео можете найти. Также смотрите, переходите на машины контактной сварки, обзоры. Вот, кому интересно, можете заказать. Здесь номер телефона я прикреплю. Можете звонить, заказывать, посоветоваться, да. То есть и любая консультация бесплатна. Вот, можете позвонить, написать на WhatsApp, вот, консультируйтесь, и если что, можете заказать. Видеообзоры также в описании под видео будут. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Не забываем, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Подписывайтесь на наш также резервный канал. Это Яндекс.Дзен и Рутюб. Также есть телеграм-канал. Вот, и официально у нас, так скажем, постоянная группа ВКонтакте. Там у нас есть все фото, видео, файлы прикрепляются. Вот, и рубрика, да, то есть такая есть. Как сделать своими руками. Что-то видео будет, да, постоянно выкладываем. Вот, какие-то видео распаковки таких вот товаров каких-то с Алиэкспресс или с других каких-то маркетплейсов. И каких-то там покупаю инструмент. Вот, будем смотреть распаковочку и обзорчик. Вот, так что переходим на мой канал, смотрим, подписываемся. Все, всем пока, до новых встреч.